Ребята, всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика, и в этом видео я хочу рассказать вам о ситуации на Кипре прямо сейчас, в середине июля. И кроме того, хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос, стоит ли ехать на Кипр в сезоне 2021. Кстати, ребята, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, здесь где-то напишу мой никнейм в инстаграме. Я очень часто в сторис выкладываю интересные локации, что стоит посмотреть, где стоит покушать, и кроме того рассказываю о последних новостях Кипра. Ну что же, в целом Кипр открыт для посетителей, но обязательно перед тем, как ехать, проверяйте официальную информацию, потому что Кипр постоянно обновляет перечень стран и требования к этим странам для въезда. На данный момент Кипр выделяет 3 категории стран. Это зеленая, оранжевая и красная категория. К сожалению, Украина, Россия и Беларусь все еще находятся в красной категории, а это значит то, что за 72 часа до вылета на Кипр вам обязательно нужно будет сдать ПЦР-тест и иметь негативный результат. И кроме того, по прилету на Кипр вам необходимо будет опять сдать ПЦР-тест прямо в аэропорту. Кстати, если вы вакцинированы, то на Кипре действуют упрощенные правила въезда, но обязательно все равно проверьте вашу ситуацию. Я оставлю ссылку внизу под видео на официальный веб-сайт аэропорта в городе Ларнака, и там также можно будет уточнить все официальные ссылки и всю официальную информацию с государственных веб-сайтов. Многие страны Европы находятся в зеленой категории, например, такие страны, как Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия и Польша. Так что на Кипре довольно-таки много туристов уже с конца мая. Все самые популярные пляжи довольно-таки заполнены, и в большинстве ресторанов и таверн по вечерам полная посадка. Кстати, ребята, обязательно посмотрите мое видео, где я рассказываю про 5 самых лучших пляжей Кипра. Я оставлю ссылочку где-то здесь вверху. Дело в том, что Кипр все-таки большой остров, и здесь много очень пляжей, и на самом деле не все из них хорошие и достойны просто идеального отдыха. Так что обязательно посмотрите мое видео. Что касается посещения ресторанов, баров и кафе, на Кипре сейчас ввели такое правило, что при себе обязательно нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, либо подтверждение о том, что вы были вакцинированы, либо уже переболели болезнью. Такие вот сейчас правила. На самом деле многие недовольны, потому что рестораны и кафе страдают. Некоторые люди не могут пойти в кафе или в ресторан, потому что у них нет теста последнего, недавнего, либо они еще не переболели, либо они еще не вакцинировались. Но вот пока такие правила, так что будьте внимательны. Но в целом Кипр открыт, и, кстати, здесь с начала июля началась просто неимоверная жара, плюс 35 градусов каждый день. Ну, конечно же, это плюс, если вы турист, потому что, конечно же, проводить время на пляже лучше всего, когда на улице жарко. Кстати, море здесь тоже очень-очень-очень теплое, так что на вопрос, приезжать ли на Кипр в 2021 году, я однозначно отвечу да, приезжать. Кипр может послужить отличным местом для отдыха, особенно если у вас есть маленькие дети. Здесь очень пологий вход в море, очень теплая вода, и не нужно переживать о плохой погоде. Поверьте, если вы приедете сюда в июле или в августе, здесь даже не будет дождя ни один день. И вечером также тоже очень-очень тепло. Кстати, сейчас здесь немножко аномальная влажность воздуха, и из-за этого кажется, что еще жарче даже вечером. То есть, допустим, температура воздуха может быть 27, но по прогнозу будет показывать, что такое ощущение, что на улице плюс 35. Это из-за влажности. Но ничего не поделать. В общем, не пакуйте с собой никакие теплые вещи, они вам 100% не понадобятся. Обязательно берите с собой панамки, шапки. Также не забудьте о креме с большим количеством SPF, потому что солнце очень сильное. И, в общем-то, можно сгореть очень быстро. Меня часто спрашивают, что брать с собой на Кипр, что паковать. Хочу сказать сразу же, что не берите с собой никакие теплые вещи, жакеты, кофты,
который вам не понадобится, если вы приедете в июле, в августе и в сентябре. Возможно, какой-то жакет вам понадобится в октябре, конце октября, в ноябре, конечно же, но не летом. Здесь просто невероятно жарко. Еще хочу порекомендовать несколько моментов насчет местной кухни. Обязательно попробуйте мезе. Это набор из разнообразных блюд, которые подаются в тавернах. На Кипре очень много различных таверин. Они бывают рыбные, либо мясные. Меза на Кипре стоит от 15 до 25 евро с человека, но средняя цена это 18-20 евро с человека. Вам будут поданы очень-очень много разных закусок и основных блюд. В принципе, вы очень-очень наедитесь, не заказывайте больше ничего. Ребята, также хочу напомнить вам, что на Кипре левостороннее движение, и, конечно же, этот остров просто идеален для того, чтобы арендовать машину, поездить, посмотреть разные пляжи, места, достопримечательности. Но заметьте, что если вы не можете водить машину, либо не готовы ехать по левостороннему движению, обязательно останавливайтесь в отеле, который находится прямо возле хорошего пляжа, чтобы вам можно было без проблем добираться на пляж каждый день. Ребята, если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мне будет очень приятно. И также я буду знать, что вам нравятся мои видео, и буду снимать еще больше.